Вы даже не представляете, как вкусно можно приготовить обычную тыкву. Каждый раз делаю и думаю, почему не готовлю чаще. Ассаляму алейкум, дорогие друзья! Сегодня покажу, как готовлю нежные воздушные тыквенные оладьи. Это блюдо я могу есть и на завтрак, и на ужин. Для начала очищаю тыкву и натираю на мелкой терке. У меня вышло 600 граммов. Чем мельче натрете, тем нежнее получится тесто. Теперь берем яйца и отделяю желтки от белков. Желтки сразу добавляю к тертой тыкве, а белки оставляю на потом, чтобы взбить. Сюда же кладу 1/3 чайной ложки соли и 1 столовую ложку меда. Если у вас нету меда, можно положить 1 столовую ложку сахара. Если вы любите послаще, можно добавить чуть больше по вкусу. Теперь добавляю муку 150 граммов. Это примерно 6 столовых ложек с горкой. Совет. Если тыква очень сочная, добавьте немного больше муки, чтобы тесто не получилось жидким. Или наоборот. Если тыква сухая, то меньше муки. Теперь хорошенько перемешиваем. Убираем в сторонку и займемся белками. Отдельно взбиваю белки до мягких пиков. Белки легче взбиваются, если посуда абсолютно сухая и чистая. Еще в такой же посуде, как у меня на видео. Аккуратно добавляю белки в тыквенную массу. Из-за взбитых белков наше тыквенное блюдо будет более нежным и воздушным. Перемешиваю лопаткой, чтобы сохранить воздушность. И тут я вспомнила про разрыхлитель. Добавляю 0,5 чайной ложки разрыхлителя для теста и снова аккуратно перемешиваю. Вот такая масса должно получиться, легкая, с пузырьками, как облачко. Ставлю сковородку на огонь и наливаю немного растительного масла. Столовой ложкой выкладываю тесто, жарю на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Совет: не делайте огонь слишком сильным, иначе оладьи могут подгореть.
Готовые оладьи выкладываем на тарелку или на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Вот такие оладушки у нас получились. Мягкие, ароматные, воздушные и чуть сладковатые. С тыквой они просто тают во рту. Можно подавать со сметаной или медом. Получается невероятно вкусно. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пусть в вашем доме всегда будет тепло, уют и аромат домашней еды. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух. До новых встреч, иншаллах.